Приветствую вас! Это четырехосный грузовик под индексом 058, у которого была своя отличительная особенность в виде отдельных кабин, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, начали создавать в далеком 1958 году прошлого века. В стенах научно-исследовательского института НАМИ под руководством Николая Ивановича Коротоножка в рамках работ по созданию высокопроходимых грузовых автомобилей и на основании технического задания Министерства обороны СССР, в котором был дан четкий указ создать грузовой автомобиль грузоподъемностью 8-9 тонн для транспортировки тяжелого вооружения и различных грузов, и который должен быть максимально унифицирован с действующими уже серийными моделями. Недолго думая, делом был взят за основу перспективный грузовой автомобиль Урал-375, но с некоторыми изменениями в виде добавления дополнительной оси, благодаря которой автомобиль уже имел 4 оси и отсутствие капота. Все остальные узлы и детали в оригинальном либо в доработанном виде взяты с Урала. Также в автомобиле были позаимствованы некоторые элементы от автомобилей других автозаводов, такие как Ярославский и Минский. V-образный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель V54T мощностью 275 лошадиных сил заимствовали у артиллерийского гусеничного тягача АТС. Установили между двумя кабинами посередине на оригинальную, собранную на болтах и штампованных двухслойных лонжеронов с поперечной раму от Урала. Крутящий момент от двигателя передавался на механическую пятиступенчатую несинхронизированную коробку передач, также взятую от этого тягача. Далее передавался на двухступенчатую симметричным коническим межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой на раздаточную коробку, которая в свою очередь передавала крутящий момент через карданные валы от ЗИС-150 и МАЗ-200 на все ведущие колеса. Причем два передних управляемых моста крепились к раме на собственных полуэллиптических рессорах с двумя телескопическими гидроамортизаторами в каждой и были одинаковыми, а задние на рессорсно-балансированной подвеске, которые остались без изменений. Кроме мостов от Урала 375 были также взяты тормозная система с барабанными механизмами и односкатные широкопрофильные колеса с централизованной системой подкачки шин. Но самой заметной частью данного грузовика были его отдельно установленные одноместные кабины с панорамными лобовыми стеклами и пластиковыми крышами. Это было сделано для того, если военные захотят установить между ними переднюю часть пусковой установки и запуска ракет. Для перевозки различных грузов за кабинами установили цельнометаллическую низкобортную грузовую платформу с откидным задним бортом. Кроме перевозки грузов на платформе, грузовик мог буксировать 10-тонный прицеп. Потратив на разработку нового автомобиля всего год, летом 1961 года Институт НАМИ представил свой грузовик Министерству обороны, а уже осенью в октябре принимал участие в сравнительных испытаниях с другими автомобилями данного класса, такие как ЗИЛ-135Л Московского и БАЗ-930 Брянского автозавода. Но, увы, сравнительные испытания прошли не на пользу грузовика НАМИ-058. Различные узлы автомобиля постоянно ломались, и чтобы их отремонтировать в полевых условиях, требовалось спецоборудование, да и самого обслуживания двигателя оставляло желать лучшего. Добавила проблем очень жесткая подвеска, из-за которой водитель чувствовал все неровности дороги, а при движении в глубоком снегу он и вовсе застревал раньше других четырехосок. Комфорт водителя и пассажиров в кабинах тоже был не на высоте. Одноместные кабины были довольно тесными, шумными и холодными. Да и по большинству параметров НАМИ также отставал, что привело к тому, что двухкабинный грузовик уже не интересовал потенциального заказчика в виде Министерства обороны. И по итогам испытаний предпочтение было вынесено в пользу ЗИЛа-135Л. А НАМИ порекомендовали доработать и исправить все недостатки своего автомобиля. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!